Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня будем утилизировать мелкие обрезки ткани. Я подобрала красно-зелено-белые цвета. И здесь у меня самые маленькие лоскутики, ну просто совсем крошечные. И очень узкие полоски ткани, и все это пойдет в дело. Это новогодняя палитра, и цвета здесь разных оттенков. Мне понадобится квадратик из белой ткани, основа может быть любого цвета. И то, что это квадрат, тоже не принципиально. Это может быть и прямоугольник, и круг, все зависит от того, какое изделие вы собираетесь шить. Из бумаги вырезала шаблон треугольника и очертила его на ткани. На очерченный треугольник буду нашивать свои лоскутики. Это елочка Крейзи. Техника Крейзи всем уже знакома, но есть и новички, которым, наверное, будет интересно. Я беру самый маленький лоскутик и накладываю его на верхнюю часть треугольника, таким образом, чтобы лоскутик выходил за очерченные линии. Дальше я беру следующий лоскутик и накладываю на него, прокладываю строчку. Вот я пристрочила, заутюжила и лишнее немножко подрезаю. Прикладываю следующий лоскутик вот таким образом и пристрачиваю. Вот пришит следующий лоскутик, лишнее я опять срезаю. Концы строчек я не закрепляю, потому что в этом нет необходимости. Срезы в дальнейшем будут закрыты и отстрочены. И я накладываю следующий лоскутик таким образом. Я хочу обратить внимание новичков, что нашиваю полоски неким таким зигзагом. Вот широкая часть полоски чередуется с узкой частью следующей полоски. Дальше опять широкая. То есть происходит вот такой вот зигзагообразный рисунок. Ну, вот такая полузаготовка, такая смешная елочка у нас получилась. Из рубашечной ткани я вырезала вот такую полоску. И это будет ножка елочки. Оформляю ее таким образом. Вшиваю между двумя вот такими полосками ткани. У меня есть вот такой интересный отрезок ткани, но он совсем маленький, но все равно я им воспользуюсь. Ткань я поменяла. То, что я хотела использовать в верхней части, будет использовано внизу. Ну вот, видите, что я вот пришила две такие полоски сюда. А полоску с ножкой я пришью вот здесь внизу. Ну а дальше, как всегда, ткань снизу, прокладка и верхняя заготовка. Все это скалываю и под машинку. С помощью исчезающей ручки я нарисовала завитки и отстрочила на обычной прямострочной машинке. Вот так это выглядит с нижней стороны. Сейчас я отглажу горячим утюгом, и линии все исчезнут. Пользоваться такой ручкой очень удобно. Покупала в фикс-прайсе, в наборе их 4 штуки, стоит недорого. Это ни в коем случае не реклама. В специализированных магазинах такие ручки стоят в разы дороже. Ну вот, осталось выровнять по краям и обшить бейкой. Я вырезала бейку красного цвета. Шириной она 3,5 сантиметра, и краила я ее по долевой. Пришивала бейку с лицевой стороны.
С изнаночной стороны пришила потайными стежками вручную. И вот вторая такая же салфетка, или ланчмат, или подставка под горячее, или прихватка с примитивной елочкой, простая в исполнении, можно нашить целую стопку. Здесь я украсила бантиком, то же самое можно и на первой салфетке сделать, будет нарядно. Если вам видео понравилось, буду благодарна вам за любые комментарии, лайки и подписки в поддержку канала. Я на этом прощаюсь с вами. До скорой встречи.